Итак, для того, чтобы сделать нашего дракончика таким необычным, универсальным, чтобы хвостик мог быть и так, такой оставался зафиксированным хорошо. Вот. Я делаю хвост на каркасе. Сейчас расскажу, что для этого нужно. Для того, чтобы сделать каркас для хвоста, нам необходима проволока. Я использую медную проволоку. Ее буду обматывать пластырем, вот таким на тканевой основе, для того, чтобы повышалась износостойкость, чтобы проволока не ломалась, а даже если каким-то чудом она поломается, то чтобы не вылезла из игрушки и не поранила ребенка, к примеру. Вот. Но насколько уже из опыта, из моего, проволока, которая вот в обмотке идет, или сразу можно использовать в оплетке, называется, она безопасная. Проволоки нам потребуется плюс-минус 30 сантиметров. Также вот такие круглогубцы, плоскогубцы еще можно использовать, ну, чтобы ее выровнять, проволоку, и придать форму необходимую. Также игла обычная с нитью основного цвета. Ну, в принципе, и все. Можно приступать. Итак, я выровняла проволоку плоскогубцами, распрямила ее. И сейчас нам нужно сформировать колечко, вот, по диаметру, равное отверстию туловища дракончика. Чтобы не затягивать видео, я покажу уже, как это колечко выглядит в готовом виде. Вот так выглядит колечко. Вот прикладываем. Вот так как еще полотно вот это вот потянется, то есть приблизительно вот по диаметру. Теперь нам необходимо сделать обмотку, вот, и придать необходимую форму. Дальше покажу. Так как пластырь достаточно широкий, я его буду потихонечку вот так вот пополам отрезать, чтобы было аккуратненько. Потому что если намотать большой слой на проволоку, то не поместится кольцо. Отрезаем. Отрезаем. И вот так вот фиксируем. Сперва вот это место. Вот так вот немножко идем, спускаемся вниз. И плотненько обматываем. И вот так вот получается. Вот то же самое обматываем вот это колечко и дальше вниз. Встретимся, когда доделаем это. Итак, обмотала колечко я. И вот здесь, ну, сантиметров 15
вот здесь еще по длине. До конца не обматываем, потому что нам в конце хвоста нужно будет загнуть проволочку и уже ее зафиксировать. Вот. Так, теперь необходимо придать вот такую форму. Сейчас вот так пониже. То есть мы вот это колечко нам нужно вот так вот согнуть. Вот так сгинаем его. Вот так получается. А на середине кольца, вот здесь, чтобы было видно, вот здесь, нужно в обратную сторону выгнуть, чтобы получилось вот так. Вот это колечко мы пришьем вот так, а проволочка вот эта длинная, она пойдет как раз по середине хвоста, в центре. Вот так получается. И вот это вот расстояние от сгиба до кончика хвоста должно быть 23 сантиметра. Но до кончика хвоста уже с учетом того, что мы загнули. Итак, вот хочу вам показать от сгиба вот этого до кончика хвоста уже в готовом виде. Вот здесь я уже сделала петелечку, чтобы вот это вот не вылазило, не было острым. И вот от сгиба до конца в готовом виде 23 сантиметра. Вот. Ну там плюс-минус. После того, как мы уже определились с необходимой длиной, уже все сделали, можно обматывать уже до конца. Ну, вот так заканчиваем нашу обмотку. Проворачиваем плотненько. Вот здесь вот так вот загибаем и фиксируем. Все, проволочки у нас нигде не видно. Вот такая получается деталь. Вот такой каркасик. Дальше будем его пришивать к туловищу. Приступаем к пришиванию каркаса. Так. Вот эта часть, вот эта, она должна быть к животику. То есть вот так мы прикладываем. Вот так вниз. Смотрите. Прикладываем. Вставляем ее в отверстие туловища. И пришивать мы будем, получается, за предыдущий ряд. Вот так вот получается. Чтобы за этот ряд крайний мы могли дальше провязывать. То есть будем вязать на ряд, на один ряд дальше. Вот этот хвостик длинный, чтобы он не мешал, можно подогнуть. Вот. Берем иголочку с ниточкой основного цвета
и пришиваем. То есть задача, вот, например, за предыдущий ряд сюда вот вставляем ниточку и вытягиваем ее вот за один рядок, и вот с другой стороны вытягиваем. То есть как бы пришиваем. Вот снова с этой стороны. Вот, и вот так вот подтягиваем. И движемся так дальше. Здесь. И пришиваем. То есть следим, чтобы было аккуратненько. Вот сверху получается, так как это ниточка основного цвета, не видно стежков. А вниз идем немного наискосок. И так где-то через каждый сантиметр-полтора. Вот ниточка. Сейчас покажу. Сфокусировалась. Вот она. То мы ее подтягиваем. Здесь. Сюда. По 2 раза прихватываем на одном месте рядышком. Этого будет вполне достаточно. Так. И снова сюда. Вводим. Подправляем. Вот у нас. Подтягиваем. И вот снова уже через сантиметр наискосочек 1 раз прихватываем. Сюда же 2 раз. И уже когда ниточку сюда выводим, уже ее немного вот наискосочек и разворачиваем. И снова вот сюда. И на 1 ряд назад. 2 раз опять сюда. Вот, то есть видно? Выводим. И так по кругу продолжаем. Надену.
Снова уже через расстояние. Так. Так. Сюда. Так. Сюда. Снова следующий раз. Ниточка закручивается. Следующий раз тут рядышком. И уже с этой стороны. Вот так вот продолжаем. Вот. Снова назад. Вот. Под колечком. Тут над колечком. Вот так вот его привязываем. Здесь я надеваю маркер в колечко, чтобы вдруг, если потянуть за ниточку, не ту, чтобы не спустились петли. Удобно. Вот в то же место, где у нас была ниточка. Так. Тут уже через сантиметрик. Вот. Вот так. Сейчас вот в этом месте закрепим, и еще в одном месте нужно будет посерединке. Так, подправляем пальчиками. Снова вот. Ой. Вот сюда. Вот. Колечком. Над колечком. Снова сюда. Так. И вот сверху мы начинали, поэтому вот где-то посерединке осталось закрепить. То есть вот сюда. Вот так вот.
И вот колечком. Снова над колечком. И вот колечком. И сюда еще раз делаем вот так. Вот так. И здесь закрепим. Хорошо, закрепим ниточку. Так, еще раз закрепим. Закрепляем, обрезать ее не будем. Мы спрячем ее внутрь. Так, и вот таким образом мы каркас, видите, зафиксировали. Эта ниточка туда пойдет. Будет спрятано. Вот. Теперь осталось наполнить туловище холофайбером. И будем возвращаться к вязанию. Вот так получается. Крепенько держится. До встречи.